Итак, возвращаясь к плоскости, к тем параметрам, где, как мне кажется, возможно наше сотрудничество прежде всего на двусторонней основе с США. Ни американская сторона, на мой взгляд, ни наша сторона до конца не представляют себе все-таки, каким это сотрудничество может быть и какие области оно может охватывать. В целом, по тому, какие делаются предложения с той стороны, от нас, в общем-то, хотят больше, чаще невозможного, и при этом упускается, в общем-то, шанс воспользоваться, сделать возможное. От нас хотят гораздо больше того, что мы могли бы сделать на этом этапе. Вот. И когда не получается нас в этом смысле задействовать, упускается реальный шанс сделать возможное. И что касается нашей стороны, мне кажется, мы до конца еще для себя не сформулировали и не определили то, как мы видим наше будущее, как мы не спрогнозировали и не сформулировали наши интересы в отношении Афганистана. Если вопрос касается Центральной Азии, то у нас есть свои традиции отношений с этими ныне независимыми государственными республиками. Тут все понятно. Ситуация более или менее ясна с другими странами, сопредельными с Афганистаном, странами региона. А вот что касается самого Афганистана, пока нет ни единой позиции, ни единой формулировки того, чего мы, в общем-то, хотим в этой стране. И в связи с этим пока нам трудно планировать какие-то практические действия, составляющих, зависимых тезисно от того, о чем я только что говорил. Если наложить при этом ситуацию, связанную, вот я уже говорил, с США, НАТО, когда мы начинаем смешивать, тогда мы окончательно ситуацию запутываем. Поэтому либо нам гораздо легче, чисто практически, я не говорю о виртуальной возможности сотрудничества, а вот чисто практически легче все-таки сотрудничать на двусторонней основе. Практика показывает, что здесь тогда, так сказать, складываются и отношения, и гораздо более доверительные отношения на экспертном уровне, и на практическом. А вот что когда мы пытаемся подладить под себя, так сказать, вот уже свою работу под работу с НАТО, несмотря на намерения и со стороны НАТО, и с нашей стороны нам бывает это сделать очень сложно, поскольку в НАТО при таком количестве членов, при достижении какого-то внутреннего консенсуса, им с нами тяжело говорить, и когда мы пытаемся что-то делать в этом смысле, нам тяжело ориентироваться на такой трудный консенсус с их стороны. А вот на двусторонней основе, в этом смысле с отдельными членами НАТО, нам практически работать становится, может быть, не столько легче, сколько вопрос или стороны больше заинтересованы в практических действиях, и мы больше можем в этом смысле предпринять, у нас больше механизмов для того, чтобы это сотрудничество получилось продуктивным. В принципе, и российская сторона на сей раз, и, в общем-то, Запад в лице ведущих стран, мы заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество состоялось. И когда есть такая добрая воля с обеих сторон, конечно, может быть, сложится удачная ситуация, когда мы сможем подкорректировать или, скажем так, убрать те препятствия, которые стоят на пути полноценного сотрудничества, и выйти на какие-то, может быть, уже реальные шаги, реальные решения. Вот. Но это произойдет только тогда, когда мы все-таки ускорим тот процесс, который я бы назвал с российской стороны поляризация своих собственных интересов, определиться, чего же мы там все-таки хотим. И когда наши американские коллеги, наши союзники по борьбе с терроризмом, перестанут от нас требовать гораздо больше того, чего мы можем дать. Российско-афганские двухсторонние отношения может влиять не только на сотрудничество России с НАТО, но и на взаимоотношения России
со странами Центральной Азии, с региональными организациями. Поэтому мне кажется, что и этому вопросу нужно передать большое значение. Российско-афганские двухсторонние отношения вот на протяжении последних 9-10 лет развивалось с некоторыми колебаниями. В начале перехода господина Карзая к власти или начала антитеррористической операции на территории Афганистана Россия смотрела, как мне кажется, с надеждой, что будет активно принимать участие в афганских делах, в том числе восстановления Афганистана, но этого не удалось достичь вот в первые годы. Потом российско-афганские двухсторонние отношения пережили такой холодный период вот, с 2003 года до 2008 года, когда с Москвы эксперты, журналисты и официальные власти чаще всего критиковали и афганские власти, и, в общем, было холодное отношение достаточно. Некоторые потепления вообще в этом направлении начались в 2008 году. И мне кажется, что в этом большую роль сыграл вопрос транзита, вопрос снабжения коалиционных сил в Афганистане, потому что к этому времени западная коалиция пришла к выводу, что нужно усилить давление на Пакистан. Началась стратегия борьбы с антиправительственными группировками на юге Афганистана, ближе к пакистанской границе. И в этом смысле Запад не мог, конечно, находясь в полной зависимости от Пакистана по вопросу транзита, снабжений, проводить такие операции. И вот тогда западные страны начали искать альтернативные пути, и самый оптимальный вариант, на мой взгляд, это северный коридор, проходящий через Россию, страны Средней Азии. Вот этот вопрос, мне кажется, сыграл очень важную роль в том, что Россия начала обратить внимание к афганскому вопросу, и афганский вопрос стал своего рода картой в руках России для того, чтобы и от Запада потребовать какие-то уступки, найти новые подходы, взаимоотношения с Западом. Но в целом, конечно, афганский вопрос стал только одним из факторов вот такой новой стратегии России. Наверное, скорее всего, этот вопрос стал одним из главных элементов политики перезагрузки России и США. Но у России, мне кажется, что Россия должна развивать и двухсторонние отношения с Афганистаном. И России не нужно дать Западу, прежде всего США, стать главным посредником между Россией и Афганистаном. У России с Афганистаном давние исторические, культурные связи, поэтому нужно и прямые связи тоже развивать. Что касается России, образа России, имиджа России в Афганистане, то Россия всегда имела свое место в Афганистане, афганский народ всегда по-своему смотрели на Советский Союз сначала, потом на Россию. И вот сейчас намечаются некоторые тенденции, которые, на мой взгляд, наносят ущерб этому имиджу. Вот, в частности, последняя совместная операция, хотя она, подчеркиваю, принесла пользу и в дальнейшем ее продолжении принесет пользу не только России, прежде всего России и Афганистану, а потом, может быть, США. Тем не менее, по какой-то пока непонятной причине это вызвало осуждение афганских властей. И вот то, что Хамид Карзай, президент Афганистана, осудил эту операцию, это как был своего рода сигналом для того, чтобы и в парламенте потом осудили, и в целом обществе. Как это произошло, пока сложно сказать. Возможно, и сбой произошел в самом аппарате господина Карзая, когда афганские наркополицейские принимали участие в операции, но президент был не в курсе. Но с другой стороны, в Афганистане это вполне возможно.
может быть, вопрос был решен на уровне провинций, потому что министр внутренних дел тоже не был в курсе. А с другой стороны, может быть, западные партнеры России не поставили в известность, пока неизвестно, в каком формате все это осуществлялось. Но, тем не менее, эта операция внесла свою лепту в это, и хотя сейчас вопрос, как мне кажется, отчасти отрегулирован, состоялся телефонный переговоры между президентами России и Афганистана, но тем не менее, мне кажется, вот с учетом тех жестких заявлений, которые были сделаны, мне кажется, что в дальнейшее продолжение этой операции все равно будут с какими-то трудностями сталкиваться.